Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Аксюша 2000. Меня зовут Оксана. Сегодня я решила сделать себе шопотерапию. Это страница китайской фирмы Golden Maple. 2 года назад я делала обзор кисточек, которые я у них приобрела. Недавно мне кто-то написал комментарий, где спрашивали о том, как эти кисточки поживают год спустя. И нравятся ли они мне сейчас. Хочу вам сказать, нравятся и даже очень, я ими часто пользуюсь. И вот я смотрю, сейчас их цена упала, уже 8,99, потому что я за них платила первоначальную цену. Но что я также вижу, у них есть новая серия кисточек. Судя по описанию и по виду, это кисточки из хорошего качества колонка. Что здесь еще написано, что вот эта металлическая часть, которая держит ворсу, она не имеет шва. Несколько дней назад я получила 3 кисточки, вот именно этих 3 кисточки, номер 8, номер 6 и номер 4. Я мне уже нарисовала пару картинок, они мне очень понравились. Они на уровне моих других колонковых кисточек, которые я купила у дорогих брендов. И я говорю о ценах в 5, 6 и даже 7 раз выше, чем кисточки Golden Maple. Но по качеству они не хуже, а может быть даже и лучше. И вот мои первоначальные 3 кисточки мне так понравились, что я решила приобрести еще 3. Тоненькими кисточками я не рисую, а вот добавить номер 7, номер 5 и номер 3 мне бы хотелось. И вот сейчас вы видите цены: 14,99, 12,99, 11,99. Если вы думаете, что это много за одну кисточку, то вы ошибаетесь. Я не хочу сейчас называть никакие другие бренды, так как я концентрируюсь сегодня именно на этих кисточках фирмы Golden Maple. Но у меня есть достаточно кистей других брендов, и их цены начинаются от $30 и выше. То, как мы видим, эти кисточки начинались от $9. Сейчас я смотрю на странице, что еще у них есть. Вот здесь замечательные тонкие кисточки, но я тонкими кистями не пользуюсь. Мне для этого нужна увеличитка. Вот эти кисточки тоже на вид замечательные для тех, кто пишет маслом. Смотрю, может еще какую-то кисточку куплю. Вот здесь есть набор, написано Соболь, это с длинной ручкой. Так, здесь еще Соболь для акрила. На вид красавицы, длинная ворса. Я сейчас не пишу ни маслом, ни акрилом. Вот здесь ручки красивые. Аж интересные. Из-за ручек хочется купить, но мне сами кисточки эти не нужны. А вот это надо заказать. Их, видно, делают на заказ. Написано pre-order. Вот эти кисточки для масла. И они нужны моей маме. Вот эти походные кисточки у меня уже есть. Они у меня всегда лежат в моем рюкзаке. И всегда готовы к работе. Они синтетические. Но для небольших альбомов они работают замечательно. На большом листе бумаги я бы, конечно, ими бы не пользовалась. Давайте посмотрим, что у меня в корзине, сколько получается. Получилось в районе $57. Давайте все это откроем. Я хочу убедиться, что у меня правильные кисточки, что я не ошиблась с номерами. Так как я уже сказала, 3 у меня есть. У меня есть номер 8, номер 6 и номер 4. И они мне так сильно понравились. А вот теперь я хочу показать вам один секрет. И это только для вас, для зрителей моего канала. Вот здесь на экране есть такая зеленая кнопка, написано Process to Checkout. То есть, когда вы уже готовы платить, только надо будет ввести информацию. И вот вы нажимаете на эту кнопку, и у вас откроется новый экран. Вот он выглядит вот так. И вот здесь, видите, написано дискаунт-код. Напишите слово Оксана.
точно как здесь на экране, английскими буквами из большой буквы. А потом нажимаете черную кнопочку Apply и смотрите, что получается. Скидка. У вас будет скидка на 20%. И это пожизненно. То есть каждый раз, когда вы что-то покупаете на этой странице, если вы напишете слово «Оксана», вам дадут скидку на 20%. Даже если то, что вы покупаете, уже со скидкой. А теперь давайте посмотрим на сами кисточки. Они пришли вот в такой коробочке. Написано «Калинский». В левом верхнем углу написано название фирмы Golden Maple. Художественные кисточки, серия Master 1, и даже написано, что 3 штуки. Интересно, это совпадение или нет? А если человек купит одну кисточку или 2, то будет коробочка, где будет написано 2 штучки. Я вообще не знаю, но вот у меня 3. 8, 6 и 4. Посмотрите, какие они красавицы. Если вы хотите больше узнать об этих кисточках, то в соцсетях, в Instagram вы можете использовать хэштег Golden Maple Art, и вы сможете найти других пользователей этих кисточек и увидеть комментарии. Как и все новые кисточки, они в клею, но немного. Очень часто, когда я покупаю кисточки, то мне их надо замачивать где-то минут на 30. То эти кисточки отмылись буквально за 10-15 секунд. На всякий случай я их промыла еще с мылом. Но даже вот сейчас вы уже видите, что они мягкие. Раньше я для кисточек покупала специальное мыло или специальную жидкость и пользовалась только ей. Но в последнее время я начала использовать самое обыкновенное мыло для рук. И пока что ни одна кисточка от этого не пострадала. Рукоятка у акварельной кисточки это тоже очень важный элемент. Они легкие, они покрыты защитной эмалью, и эта эмаль приятная на ощупь. И форма рукоятки такая, чтобы она не вращалась в руке. В акварельных кисточках важно, чтобы эта кисточка хорошо в себя впитывала краску и потом хорошо эту краску отдавала. Конечно же, у каждой кисточки свое предназначение. Вот такая кисточка, Калинский, это мягкая кисть. Как вы видите, у нее нет очень острого кончика. Он есть, но не такой острый, как бывает. Потому что эта кисть предназначена для заливок. И вот я сейчас пытаюсь сделать эту заливку. Бумага сухая. Вы знаете, что часто, когда пишут акварелью, бумагу заранее смачивают, чтобы кисточке было легче, чтобы краска как-то легче сходила с этой кисточки. Но я решила использовать сегодня сухую бумагу, и это целлюлоза. Краска по целлюлозе размазывается таким определенным образом, не так, как по хлопку. Ну и вот как вы видите, что эта кисточка достаточно хорошо справляется с этой задачей. Мне нравятся вот эти сухие мазки. Где-то половину поверхности, даже чуть больше, эта кисточка заполнила без труда. Ну, теперь следующий размер кисточки, это номер 6. И эта кисточка уже что-то посередине. У нее уже есть небольшой кончик. И она предназначена для того, чтобы делать заливки на небольших поверхностях. А также ей уже можно вырисовывать какие-то детали. Вот интересно, есть разница в том, что я выбрала другой цвет. Желтый цвет это был кадмий желтый от Невской палитры. А этот голубой это кобальт, тоже от Невской палитры. И мне кажется, что голубой по своей натуре он более сухой, но это в принципе не важно, так как эта кисть, она все равно не была предназначена для таких больших заливок. А именно со своей работой она справляется хорошо. Кстати, мне очень нравятся все эти сухие штрихи, оно уже выглядит как вода. Ну и теперь самая маленькая кисточка, она вообще не для заливок, но я все равно это буду делать. Это кисточка номер 4. Она просто красавица. Видите, какой у нее тоненький, остренький кончик. Давайте будем ее использовать так, как положено. Это когда вы держите кисточку почти вертикально и рисуете линии.
Нужно тренировать руку, чтобы толщина линии была такая, как вам хочется. Ну, пока можно просто даже поводить кисточкой и посмотреть, сколько линий она может сделать. Как вы видите, она рисует достаточно долго. Очень часто, кстати, при работе акварели нужны именно слабые линии, и приходится в кисточку набрать много краски, потом эту краску обтирать об бумагу, и только потом уже делать нужные линии. Если кто-то приобретет эти кисточки, я надеюсь, что они вам понравятся так же, как и мне. У меня сейчас они номер 1, всегда готовы к работе на моем столе. На этом я буду заканчивать это видео. Спасибо за просмотр, до свидания и возвращайтесь на мой канал.